чемпион мира по шахматам. 13-й чемпион. Чемпион мира, букет цветов, все стою. И все, что я запомнил, я ничего не помню. Все, что я запомнил, я в своей книге об этом написал, это то, что сказал Рода Яковлевна. Жена спросила. Да. Когда она ко мне подходит, там народ, там все там обнимают, все. И она смотрит на меня и говорит, ну, что я могу сказать? Говорит, мне вас жаль, молодой человек. И я просто подпрыгиваю. Ну, потому что самый счастливый день вашей жизни уже прошел. Вот ключевая фраза. Я практически сейчас во всех своих выступлениях, ну, я также в книге привел эту историю, я ее вспоминаю, потому что, наверное, это лучшее, что могло случиться. Вот чтобы понять, что вообще-то жизнь не кончилась. Надо искать какие-то пути, чтобы совершенствоваться. Только эта фраза, это же не так, да? Но это на самом деле предупреждение, что надо быть к этому готовым, потому что если вся жизнь будет шахматой, то, да, действительно, он уже прошел. И это проблема, 22 года. А что дальше? Впереди жизнь целая. А вот люди тратили жизнь, чтобы стать чемпионом мира. Тут только жизнь начинается, не опились. уже чемпион мира. Я потом начну понимать, на самом деле, философский смысл того, что она сказала, и это для меня будет таким, знаешь, ориентиром в жизни, что надо вообще доказать, что она была не права. На самом деле можно прожить несколько жизней. В тот момент, конечно, это я так дернулся, сказала, конечно. Впереди столько интересного. Хотя уже буквально там на следующий день начинаются проблемы, потому что вдруг пошел разговор о матч-реванше. Как о матч-реванше? А вопрос о матч-реванше подвешен был тогда, в феврале 1985 года, когда Компоманс принимал свое историческое решение, то не было зафиксировано, что там матч-реванш должен быть. Но понятно, что Карпову должны были найти способ предоставить. Я был уверен, что вообще матч-реванша не может быть по определению. Куда матч-реванш? Мы уже сыграли. Но тут, естественно, разговоры, что вообще-то счет 5-5, вообще, что надо провести еще один матч. У него была фора здесь, мы играли матч. Почему? Just because. Да, потому что я помню там таллинская реакция. Он говорит, Гарри, рекорд установили, самый молодой чемпион мира. Задача не стать самым молодым экс-чемпионом. А он же, по-моему, как бы этот рекорд обладатель. Да, был рекорд. Задача не стать самым молодым. Всегда смотрел в корень. Не стать. Вот. Я помню, я там 15 ноября я выступал, меня позвали в «Современник». Я там выступал, по-моему, там полвторой ночи. Там рассказывал вообще про все эти перипетии того, что случилось. Там, значит, свои вот эти... Ну, это же история. В Советском Союзе не так много было истории. А это история, да еще со счастливым концом. То есть, на самом деле, тут такое просто послушать... Потому что я боролся с системой. И победил, и столько мог рассказать... На фоне того, что только там просыпалось в стране, вот это еще там слово гласность еще не было введено в обиход, там еще говорили про ускорение только. А у меня была история целая с этим матчем, с тем матчем, как позакрывали, потом какие у нас были разговоры, споры, как это все надо делать было, там, почему играть надо было матч в Москве, а там я даже предлагал в Ленинграде играть. Целая история, я уже все даже не помню. По рефрену у меня был, какой матч-реванш. А я возвращаюсь в Баку, я начинаю сразу книгу писать о матче 85-го года. Буквально за 2 недели мы сделали. Вот я с Шакаровым и с Цатуряном мы сидели, по-моему, за Гульбе, я там договаривал, они печатали, мы смотрели, за 2 недели написали книгу. А впереди, кстати, был матч с Тимоном, потому что я еще летом договаривался с голландцами, причем они сказали, будете чемпионом мира, не будете, иначе влиять на гонорар, но будете играть. И я помню, тогда же Никитин говорил, слушай, а ты чемпион мира, Тимон-то это даже не Хюбнер с Андерсоном. А если вдруг чего? Это же репутация же так. Я говорю, что чемпион мира, надо в шахматы не играть теперь. Но матч, знаешь, 6 партий в Голландии. У меня вообще такого страха не было. Надо играть. Тимон хороший шахматист,
чуть ли не третий в мире в тот момент был. Ну, да. Вот. Точно ведущий Запада шахматист. Ну, был один из... Я, безусловно, был номер 1 на Западе в тот момент. Я помню, значит, я закончил эту книгу, значит, мы ее сдаем, а потом из-за предисловия этой книги там, она не будет выходить бог знает сколько времени, потому что, опять, предисловие достаточно по сегодняшним меркам там, Корректно. ну, более чем корректно. Но все равно тогда, как бы чего ни вышло, там, у нас президент Федерации в Азербайджане был начальник там, отдела этого пропаганды, агитации ЦК Партии Азербайджана. Вот, он там панически там, это проверять, а вот там, а здесь... Потому что эта книга должна была через ВАП выйти, значит, вот, агентство авторских прав за рубежом. Кстати, да, по-моему, она за рубежом должна была выходить. И вот надо было это все утвердить. Еще 85-й год. В общем, написал книгу за 2 недели, а выходила она полгода, там, пока все это решили. И к матчу я там, приехал к Тимону вообще там реально там, не подготовленный был. Кроме того, тут я вот замаячил, вот это уже становится очевидным, что матч-реванша не избежать. И я, в общем, начинаю думать, вообще, куда здесь деваться. К этому моменту еще добавляется вот эта история с выбором президента, 86-й год. А Компоманс, естественно, там это человек, который поддерживает советское начальство. Но я чемпион мира уже. Вот. И там Реймон Кин, он тут подсуетился. Он решил, что настал момент, он находит бразильца, этого Люсена, абсолютно пустое место, как я сейчас понимаю, и уговаривает меня поддержать Люсену. И я начинаю свою кампанию. Как бы, вот здесь... Первая кампания, там, при том, что я вообще раскладов всех не понимаю, но знаю, что все-таки у меня есть возможность апеллировать как у чемпиона мира. Все-таки статус поменялся. Там, в тоже ЦК КПСС, там, попытаться подорвать поддержку Камбаманаса, но все это было бессмысленно, хотя там, я там до Яковлева доходил и общался с людьми, которые там у него работали, но поддержка комитета, который государственной безопасности, она была абсолютной. Камбаманас был их человек, поэтому сейчас я понимаю, что это все было бессмысленно. Но такая жизнь идет. Начинается там жизнь с большим количеством таких приходящих обстоятельств. А при этом еще в шахматы играть. Вот. А матч с Тимоном, кстати, получается очень интересно. То есть это там 6 партий, я выиграл 4-2, но было реально интересно. Я помню, мы с Садарьяном снова встретились, готовимся, значит, к матчу. Е4, мы что-то обсуждаем, какую-то сицилианку, такую обсуждаем. Он говорит, слушай, это очень опасно. Да? Вот. Я уже, кстати, с Тимом один раз играл в матче века, когда мы играли тогда. Я играл с ним Е7, Е5. Я не то чтобы ход я сильно изучал, но я смотрел его за черных, то есть за белых. Ну и кроме того, там надежный дебют, испанская партия. И тогда я говорю, слушай, надежнее же играть Е5, так вот это уровень подготовки. Я говорю, хорошо, пошел Е5, да, сыграли первую партию. Первую я, кстати, выиграл. Была система Зайцева в испанке. Первую партию я вообще выиграл, достаточно уверенно. Потом была вторая партия. Я там играл, тоже наши разработки были. Вот, тоже я играл конь F3, B6, конь С3, слон B4. Ну, вот этот... Моя тогда излюбленная система была вот, слон b7, e3, e3, h6, слон 4, g5, слон g3, конь e4, конь d2 я пошел. Это мы еще смотрели с Тимощенко перед матчем с Корчным в 83 году. Там идеи были. Очень хорошая партия была. Я не знаю, как все партии там, смотреть не стоит, как бы, но было очень интересно. Очень динамичная партия. На счет 2-0 становится. В третьей партии снова играем испанку. Так себе у меня позиция была, Тиму усиление применил, но потом он там взорвался, но я ошибаюсь, очень хорошую партию Тиму выиграл в итоге. Становится счет 2-1, а потом начинается вот это безумное. Так, 4-я партия была очень... Там мы уже играли, я уже пошел ферзь c2, и как бы главная система, вот ферзь c2, там d6, слон d3, f5, d5, d5 было,
слон c3, bc, конь c5. Это Четверка, да? да, четвертая, это d5, слон c3, bc, конь c5. Он пошел тема здесь, да? Конь c5, да. Конь c5, да, вот это его... Новинка вроде. Ну да, но это... Причем вот это мы с Адарьяном прикидывали уже, я пошел здесь конь d4. Я пошел h4, g4, конь d4, да? Да. Конь d4, ферзь f6, да? Ферзь f6. 2-0. Да, ну это четвертая партия. Да? 2-0, да, четвертая. И дальше от 2-0 он пошел конь a6, да? Да, конь a6. Конь a6, и я здесь пошел конь бьет e6, да? Да. Конь e6, слон f5. Да. Вот, там очень, очень интересно, там очень да, сложная позиция была. Вот, у белых было там был конь e6, по-моему, слон f5, то есть конь g7, да, было? Да. Слон g6 шах, Шах. король d7, f3. Да? Да. Вот. Ну, представляешь, такое, да, вот так вот. Солидно. По тем временам вообще такая игра тут начинается. да. Вот, да. Там у меня был перевес, потом Тимону стало лучше. В итоге получается ничья. Потом пятая партия испанка там разменная была. Тимон имел перевес, даже, может, близко к выигранной. Я делаю ничью. Шестая партия. И в шестой партии как раз мы прикинули уже, что можно, ну, что Тимон, скорее всего, после 2-0, что он попробует поменять. И вот здесь ход Е5, напрашивается Е5, конь F5, он пошел, бьет на d3 здесь, да, и, по-моему, слон c8 ходит. Слон c8 ходит. Но интересно, что я на самом деле идею я уже увидел правильную. Да. То есть, что Е4, слон Б5, F4 надо пойти. Но после Е4, F5, слон F4 он побьет здесь. На самом деле сохранит эту пешку. Даже потом отдаст здесь, но неважно, это все равно у белых слабости здесь, и это не то. А потом это Майлз, по-моему, через некоторое время его обыграет. Но F4 надо сразу пойти было. Вот это как сразу в голову мне пришло. Слон F5, Е4, все разваливается. Gf, ладья F3 тоже все разваливается. А после слон c8 я так прикинул, я пошел конь d4. ДЦД. И тоже такая позиция возникает. Ну, у белых две пешки за фигуру только. Но позиция, меня она устраивала. Игровая. Это очень игровая позиция. Хорошая партия была, кстати. Вот Тимон, он тоже был доволен, потому что сложная игра тут. И кажется, что... Ну, черт, фигура лишняя. Он фигуры посчитал. Да. Вот. Это что он пошел? Он за рокировку? Ферзь F5. Ферзь F5. 4G6. А ферзь Е4, ферзь. Да, но он как бы решил вызвать Е4 раньше времени, чтобы ферзь G6. Вот. Ферзь C3. Ферзь C3, да. Ну, я готовлюсь. C5 готовимся прорваться. Рокировку делал здесь он? Да. Рокировка. Ладья Ладья Е1. Конь D7. И E5. И E5, да. Ну, тут двигаться начинаем. Вот. Сейчас мы... Слон куда пошел у него здесь? Да, слон B7. Слон B7. Лучше, наверное, было наш. Ну, да, может быть. Ладья E3. Так, я спокойно смотрю. Тут, ладья куда-то пошла у него. B5. Он здесь начал дернулся B5. Что я здесь... Ферзь A5. Не, ферзь A5, да. Здесь сразу все самое. Конь B6. Конь B6, ферзь B5. Да? Да. Ну, пешку потерял. Теперь 3 пешки уже. Ферзь C2. Ну, тут уже ЕД. ED-CD. ЕД-ЦД. И ладья Ладья E7. Тут уже все очень быстро раскроется все. Да. Ладья F7. Или что? Ладья E7, ладья F7. Ладья король F7. Да, пойдем. И, по-моему, C5, да? Да, и C5. Горе. Движение борьбы. Слон B5, по-моему, побил, да? 5 сторон. Ферзь C4 он сказал. Ферзь А4. Или ферзь С4. Ферзь C4. Ферзь С4, ферзь Б1. Я помню, да. Оп. Угу. Ферзь Б1. Ведь была у нас такая партия. Да, ферзь Б1, да. Ферзь бьет D5, да? Да, ферзь D5. Ферзь D5, ферзь H7 шах. Король F6. Король F6. Ферзь H6. Ферзь H6, король F7. Ферзь F4, король Ферзь F4, король G8, ферзь бьет G4. Король H7. Так слон F4. Не просто все забрал, а еще защитил пешку G2 и на ладья G8 слон G5 подготовил. Так маневр. Ферзь C2 перешел отсюда. Такой необычно просто. Буквально несколько ходов. Ферзь B5 перешел на G4, защитил пешку G2. И на ладья G8. Слон G5. Слон G5, просто сразу конец. Красиво. Я выиграл у Тимона матч 4-2, при том, что в игре такой. Знаешь, вот эта красивая игра. Ну вот возвращаясь как бы конец 85-го года, я там отыграл сеанс, возвращаюсь в Москву, ну и понятно, что матч-реванш никуда не деться. Больше надо играть. Проблема еще в том, что
Карпов хочет играть матч-реванш в феврале. 86-го года. Да, просто сразу... Или там... Отыграться. Быстрее, да? В феврале, при этом там возникает новая проблема. Дело в том, что там надо играть матч где-то в другом месте. Там уже Лондон замаячил там с призовым фондом, там Ким нашел деньги. Там Какой безумный был призовой фонд. Да, нам-то не... 3 миллиона. Не, миллион фунтов стерлингов был, по-моему, призовой фонд, но нам... Я недавно проверял, призовой фонд матч-реванш вашего 86-го года был, был в цифрах такой же, как последнего час был матча Карлсон. Самый большой призовой фонд был в 90-м году. Леон. Нью-Йорк Леон. Нам было $3 миллиона. По тем временам, конечно, все-таки были... Там 15 сейчас. Разница. Много, понятно. Об этом. Да. А тогда был, по-моему, если не ошибаюсь, $1 миллион фунтов стерлингов. Дело в том, что я не помню суммы, потому что нам ничего не досталось. Это все ушло в спорткомитет. Хотя там после Чернобыля я уговорил Карпова, мы записали заявление, что деньги ушли в Чернобыль, мы там их отдаем, но никуда не ушли, на самом деле. Останемся в спорткомитете, потому что тогда спорткомитетом заведовал Горбачевский друг старый, Грамов Марат Владимирович, такого прославил человек, который любил говорить слово «валидбол». Валидбол. Грамов, да. Звал его, за глаза его звали Миллиграммовым, потому что, в общем, да, интеллектуальный уровень... Он был завсектором ЦК, а потом его перевели в спорткомитет, но так как он был особо приближенный к императору, то фактически это ведомство стало первым таким источником твердой валюты. Потому что они согласились на коммерциализацию, но без профессионализации. То есть получалось, что играть там за деньги можно, но все должно в итоге складываться было им. Поэтому что там было, $1 миллион фунтов стерлингов или что, это все осталось там. Нам там дали по 10 тысяч инвалютных рублей, что-то в этом роде. В переводе $15 тысяч, я не знаю. Какая-то такая сумма. Тоже, конечно, неплохая по тем временам, но, в общем, это было совсем не то. В 1987 году в Севилье там будет... Кстати, в Севилье тоже будет большой. Там, по-моему, будет что-то порядка 1,5 миллиона франков. И там нам с Карповым дадут, мы ничего сыграем, по-моему, по 130 тысяч франков. То есть какая-то такая сумма уже очень приличная была согласована. Все-таки, слишком много валюты было, и нельзя все же было отбирать. А в 86-м, в начале, проблема возникает в том, что у меня с командой сложности. Потому что если выезжать, надо же всех оформлять. Никитин оформлен. Мама со мной поедет. Дальше возникают проблемы. Лёше Дорфману вдруг возникли проблемы во Львове. Какие-то профсоюзные какие-то эти документы не оформляются. У Тимощенко просто глухо в Новосибирске, он же армеец, вообще просто выезжать не может. Единственный, кто был чистый, по документам, Владимиров. Тоже довольно интересно. Тоже армеец, но почему-то у него было все нормально. То есть, если бы матч состоялся бы в феврале или марте, то мне пришлось бы ехать реально с одним Владимировым, который к тому моменту, судя по всему, уже выполнял весьма специфическую роль поставщика информации. А тренерскую команду собрать, за месяц не соберешь. А Дарьяна можно было подтянуть еще, но все равно надо же готовиться реально к матчу. А кроме того, психологически это действительно тяжело. Это не как сейчас тяжело. по интернету. И вот тут проходит заседание Советской шахматной федерации, там Севастьянов, там Тихомирова, я помню. Со мной уже так нельзя было разговаривать, как раньше. Но, тем не менее, все равно я понимаю, что матч-реванша не избежать. Баланс политических сил несколько изменился, поэтому, хотя я понимаю, что матча не избежать, я еще попытался Карпову предложить. Я говорю, хорошо, сейчас Соколов выиграл Юсупу. Матч президента. Да, потому что тогда же получилось так, что по существу, если посмотреть вообще на, как говорится, привилегии, которые Карпову были выданы, они вообще были невероятны. Они продолжались бесконечно. Да. Теоретически я тоже могу ими воспользоваться, но получалось, как говорится, что Карпов, сыграл матч, проиграл его, потом играл матч-реванш, а потом сразу играл суперфинал. Еще Соколов-Юсупов матч, это 85-й год, начало 86-го года, в феврале это проходит заседание, и еще впереди, я не помню, когда они сыграли, потому что матч Юсупов-Соколов был параллельно с матч-реваншем. В принципе, еще, наверное, идут президентские. И я говорю о том, что да, я говорю, давайте дождемся конца суперфинала,
Вот. И сыграть тройной. Я говорю, в принципе, может быть, тройной сыграть, как бы. Вот, такая безумная идея. Нет, Карпову, не. Надо играть матч-реванш. Все. Ну, там, куда мне деваться? Я уже был молодой, но я понимал, что тут никуда не денешься. Тебя просто дисквалифицируют, и все. Как бы, надо играть. И договариваемся отложить матч до лета. По крайней мере, до лета матч отложен. У меня есть время там, подумать, как бы, прийти в себя, подготовиться. Вот. Ну, и вот начинается подготовка к матч-реваншу. Это начало 86-го года. Матч играть страшный, да, не хотелось. Да, не хотелось, конечно, не хотелось. Но вот разница была. Вот по-настоящему не хотел играть с Севильей. Вот с Севильей мне действительно было неприятно играть. Я от него устал от всего этого. А в 86-м году еще надо было доказывать. Знаешь, вот психологически, счет 5-5 все-таки. Да? Вот надо все-таки доказать, что я сильнее. Еще заряд эмоциональный, вот он борьбы за звание чемпиона не прошел. Да, я чемпион мира, но тем не менее все равно вот надо вкладываться. Что мне помогло, что я не воспринимал это как еще матч-реванш. Вот все-таки вот матч-реваншем для меня станет Севилья. Вот чисто психологически. Вот. А тогда это было продолжение борьбы. И было время прийти в себя, подумать, как бы подготовиться. Подготовка у меня была такая закрытая. Был только матч с Майлсом. Вот, который тоже шестипартий. Человек Майлз. Да, Майлз, да. Интересно. Да, ну 5,5 полочка матч кончился тоже. Так, дальше вот. При этом, что там я опять разные идеи испытывал, там, ну, как угодно, как угодно вот, складывалось. Вот, просто Майлз был парализован в какой-то момент вот этим напором, что я просто играл, причем там даже блефовал в шестой партии, ну, все сходило с рук. Потом официально матч-реванш в Лондоне. Но в тот момент мы еще как-то вот воспринимаемся вот как равноправные. То есть я, конечно, имею звание, но Карпов все равно он... Хочет доказать, что это было. Даже не только он хочет доказать. Нет, случайность не бывает. Все-таки сыграли уже 72 партии к тому моменту. Случайность, не случайность, 72 партии, и матч московский складывался для него действительно не очень хорошо. Но на этот раз он будет хорошо подготовлен. Карпов будет готовиться. Ну, и здесь как бы главный вопрос матча. До сих пор мы, конечно, можем спорить о том, сдавал Владимир всю информацию или не сдавал. Для меня совершенно очевидно, что как бы, по всем признакам, какие могут только существовать в природе, как бы, Карпов практически перед каждой партией до 20-й знал, какой будет дебют. Но, с другой стороны, я чувствую себя сейчас, чувство гордости испытываю, потому что, несмотря на все это, матч проходил, игровой период был огромный. То есть уже как бы все уже как бы играли сильнее в шахматы. Я играл сильнее в шахматы, я просто ушел дальше. Карпов начнет догонять как раз в 87 году матч будет равный. Вот. И в 87 году мне будет по-настоящему трудно. А в 86 году, да, у него была лучшая подготовка, он имел сокровенное знание о моей подготовке, не имел никакого значения. Просто. На самом деле я просто играл. В принципе, матч 86 года, я думаю, был отдельной партией, можно сказать, моим пиком. Я думаю, что объективно лучший матч, который я играл. Был подъем, желание бороться, всякое отсутствие страха было уже. Какой-то рубеж перешел я. Уже не надо думать о том, сейчас сорвешься в последнюю секунду, не выиграешь партию, не станешь чемпионом мира. Я уже стал чемпионом мира. И надо было доказывать. Но я играл с огромным удовольствием, подъемом. И матч, он в итоге опять пойдет до последней партии. Но, по большому счету, он будет решен к 16-й партии уже. И в целом, несмотря на все эти проблемы, которые стали потом очевидны, у нее ничего не получалось. И мне кажется, что на самом деле для него это было шоком, потому что вроде бы подготовились, все знаем, а ничего не получается. Но там на самом деле с самого начала, когда в первой партии, я наконец-то сделал защиту Гринфилда сыграл. G6,
конь c3, я сыграл d5, вот, и я думаю, что Карпов просто, потому что он слон g7, слон f4, а Карпов, так, да, по-моему, у нас было слон f4, да, я пошел c5, нет, c5, dc, c5, dc, ферзь a5 я сыграл здесь, да, ну, здесь, да, и он сыграл чуть не ладья c1, он пошел здесь, ладья c1, dc, ферзь a4 шах. Он пошел Е3 здесь, да, Е3, ферзь С5, Да, и ферзь А4 шах. Ну, там дальше быстро ничья получается. Вот. А во второй партии у нас, значит, Немцович G3. Он такую второсортную новинку применяет. У меня маленький маленький перевес. А потом ситуация ухудшается, и я его полностью переигрываю. В эндшпиле. На ровном месте переигрываю. Как будто там, мы поменялись цветами. Полностью переигрываю. Выпускаю выигрыш перед самым откладыванием. Просто обидно. Но он спасается на соплях при откладывании. Третья партия, там опять G3, Грюнфельд, ничья. Четвертая, очень интересно. Снова идет, значит, у нас Немцович. Вот этот. На этот раз он играет уже как бы, ну, лучшая линия. D5, ферзь B3, слон C3. BC играет конь C6. Тот ход, который мы смотрели, конь C6. Ну, в принципе, опровергает всю эту линию. CD, конь А5, ферзь C2, конь D5, ферзь D3. Здесь очень интересно. Если бы он смотрел это самостоятельно, ход ферзь C7 просто ставит белых просто, ну, не лучшая позиция. Если вот, я там с шубой чуть не проиграл партию. Просто. Он играет слон D7, ровно так, как мы и смотрели. Вот просто интересно. Он сделал ход слон D7, C4, конь E7, рокировка, пошел здесь ладья C8 Карпов. Вот. И это уже начинается, как мы сами начинаем играть. Вот этот я за доской просто так начал прикидывать уже. Ну, пошел конь c6, хорошо. Ладья c8, конь b3, конь c4, слон b7, потом слон на a6. Очень хорошо провел партию. Вот это выиграл просто. Значит, вот. А дальше пятая партия. И, как значит, снова бьют в больное место. Самое. Значит, слон f4. Причем, интересно, когда у нас наши анализы были. Вот, слон f4, слон g7, e3, c5, dc, ферзь a5, ладья c1. Конь Е4, ЦД, конь С3, БЦ, ферзь бьет А2, ферзь Д2. Здесь я побил на Д2. Здесь я ферзь бьет А2, я здесь не ферзь А5 играю. Когда ферзь D2. Ферзь Д2, да. Ну, ход плохой, значит, но это как бы то, что мы готовились. Конь Д7, да. Слон Б5, рокировка, слон Д7, слон Д7. Вот. И здесь, значит, Е4 пошел, да. Е4. F5, E5, E6, E6, C4, ладья C8, какая? FC8, C6, BC, D6, вот, C5. Да, C5, G5 сильнее было пойти здесь, в принципе. Да, лучший шанс был, наверное, G5 уже. Нет, это на самом деле мы смотрели C5, и тут очень быстро. Причем это, мне казалось, что позиция, понятно, очень опасная, но мы так прикидывали, не так ясно, кроме того, это новое все. Вот как бы, да. Карпов очень быстро пошел, H4, H6, конь H3. И все, это дальше неинтересно, потому что F3, конь на D3 переходит, все, это черные могут сдаться. Очень быстро сыграно было. Знаешь, вот такие вещи. И меня что-то я думаю, странно вообще так, что-то странная ситуация. В шестой партии Е4 пошел. Странно, что он все время угадывает. Я начинаю в этот момент дергаться, я говорю, что какое-то у меня нехорошее ощущение, что считывают просто все у нас. Понимаешь, вот шестая партия русская у нас была. Я там какие-то искал попытки усилить игру, жертву пешки. Вот буквально тоже наша линия и его линия совпадают. Мне в итоге приходится спасаться. Кстати, интересно, что показательно, что в шестой партии он даже не идет на доигрывание. Хотя доигрывание, я, честно говоря, ждал, у меня сдвоенные пешки, какая-то позиция. Такое ощущение, что он не хотел даже выкладывать, не хотел даже напрягаться. А седьмая партия, я вообще не знаю, что в Грюнфельде делать, потому что у нас там проблемы, здесь проблемы. И я в седьмой партии перед началом просто играю, уже решил, сыграю уже ферзевый гамбит. Вот. Слон f4, и здесь я пошел c6, да, по-моему, сейчас, да, я сыграл, да, я пошел c6, c6, ферзь c2 пошел Карпов, что интересно, c6, ферзь c2, я пошел g6 тут, да, g6, e3, слон f5, ферзь d2,
И здесь я пошел по конь d7. Да. Конь d7. Конь d7, f3, конь b6, что ли, нет? Да. Конь d7, f3, конь b6. Это Тимощенко предложил буквально перед партией. А я не знал, может, мы еще Грюнфельд смотрели, но я не уверен был, как правильно играть. Главное, что у меня уже идея, как играть правильно, возникла. Например, в машине ехал на партию, я уже понял, что надо делать, но думаю, я хорошо сыграю. Это ужасная позиция получилась. Там. А было Е4, пошел Карпов, Е4, слон Е6, Е5. Е5, чуть ли надо было не F6 ходить здесь. Уже лучший ход был. Получаю очень плохую позицию. Там реально проигранная позиция. Карпов начинает такое творить. В итоге у меня там уже в конце немного лучше было, значит, ничья. А в 8-й партии вообще показательно, что Карпов начинает избегать Немцовича, при том, что мы хода ферзь c7 не видим. Вот интересно, что у нас это. Но и Карпов тоже не видит. А что же, если посмотреть, как так получается, что и мы не видим хода ферзь c7, а мы по 4-й партии там, поанализировали, и нам казалось, что, в общем, можно играть дальше. То есть я играю d4, Карпов уходит с защиты Немцовича и переходит в Лондоне на последние 3 партии, вот 8, 10, 12, он будет играть ферзевый гамбит. Потому что там у него будут постоянные проблемы, но почему-то он тоже не видит в защите Немцовича, что он делает. Только это станет для всех очевидно только в перерыве между матчами. Вот. А в 8-й партии будет у нас ферзевый гамбит, и тоже снова будет с переменной цвета эта позиция. Но Карпов будет играть систему с конем 6, Е3, рокировка. Но слон d3, c5. Интересно, что будет по анализу конь f3. Конь f3, конь c6, рокировка. Да. Теперь на cd конь d4 бью, так у меня Сталин будет потом в шелефте. А на слон g4 я бью dc здесь. Слон c5, h3. А теперь, уходить на h5, там g4, g5, пешка будет висеть. Поэтому Карпов бьет и ходит ферзь f3. И ходит d4 здесь. Конь e4 и уходит слон e7 здесь. Ну, дальше будет у нас борьба. Вот я ладья d1 пошел здесь. Да. Ферзь a5 там. Я потом конь g3, там пешку буду жертвовать. Очень интересная партия, очень содержательная. Карпов, по-моему, такого не было, мне кажется. Просрочит время на 31-м ходу, 32-м ходу. Угу. Постоянно будет напряжение. Но это будет вот манера. Я буду вбрасывать фигуры, там все время какое-то нападение оттуда, чтобы он не выдержал, проигрывает партию. А в 9-й партии происходит очень интересно. Вот мы в 9-й партии мы выходим. Я уже к этому это все подготовил. У нас уже все в защите Грюнфельда готово. И опять ощущение такое, что Карпов читает мои мысли. Вот он приходит, он не знает, что ему делать. Он идет на эту позицию. Мы снова в нее выходим. На этот раз я уже бью dc. Вот, слон dc4. Рокировка. Конь f3, ферзь бьет c5. Здесь главное, чтобы был вот конь b5 ход, который нас смущал. Здесь, значит, проанализируешь после слон e6, конь c7, вот это, что у черных на самом деле хорошо здесь. Вот эта позиция, но на самом деле она хорошая у черных. Что надо было анализировать. Ну, сейчас там компьютер быстро показывает, что все хорошо. Ну, тогда это надо было додуматься до всего этого. Видно, что Карпов, вот он был слон b3 пошел здесь, там ферзь a5, рокировка конь c6, ничья довольно быстро получается. А в 10-й партии мы играется ферзевый гамбит, и причем я же смотрел за 2 цвета этот ферзевый гамбит, вот после 10-й партии у меня, конечно, странное ощущение возникает. d4, значит, d5, c4, e6, конь c3, слон e7, но я уже играю. Ввиду в счете я играю то, что мы тогда ладья c1, c6, слон d3, конь d7, рокировка, dc, слон c4, e5, h3. Вот это тогда система. И Карпов бьет и играет c5 здесь. Так, c5. Это то, что вы готовите? Да? Что мы готовы. c5. В 12-й партии вообще пойдет c5 здесь. Вот так сыграет. Сразу c5 сыграет. Тоже то, что мы готовили. А здесь сначала e5 взял, и здесь c5. Я пошел здесь. Слон b3. Слон b3. Да. cd. cd. Конь d5. Что он здесь пошел? b6. Я подумал d4. Слон d4, ферзь d4. Да. Вот. Конь c5. Конь c5, слон c4.
Да. Слон b7. Ну, до конца он не уравнял Карпов. Вот. И дальше получается эндшпиль, причем опять я его переигрываю, получается эндшпиль, и я дергаюсь. Там, на самом деле, может быть, решающая ошибка была, потому что я выпускаю выигрыш, там ряд король-слон против короля и коня по 5 пешек, и я там ход b4 сделал, просто подставил ее. Ну и что, были уже ощущения, что... Я не знаю. Но у меня, не знаю, вот в тот момент у меня вот Дискомфорт. у меня дискомфорт возникает. Я чувствую, что что-то вот не то, возникает дискомфорт. Ну, не имеет значения, что хорошо играю. Вот видно, что игра идет. Вот. Неважно, там, что по дебюту, а игра идет. Часто такие ошибки бывали в детстве у меня еще. Отложи партию. Там 40 ходов прошло, значит, вот буквально, вот если посмотреть, там в этой партии, если там, можешь быстро докрутить ее, там, я сейчас там, слон b7, ладья d1, Ладья f1, да. ладья c8, ладья c8, ферзь код там, ферзь g4, ферзь g4, слон d5, Карпов уже сбьет, да, ладья d5, ферзь e7, ладья cd1, cd1, ферзь e4, ферзь e4, 4, конь e4, так, слон a6, слон a6, конь f6, конь f6, слон c8, конь d5, слон a6, слон a6, конь f6, f4, да, здесь я начал здесь ладья e8, ладья e8, король f2, король f8, король f3, король f3, потихоньку, да, король, да, ладья e7, ладья e7, ладья d8 шах, ладья e8, побил конь e8, король e4, да, да, король e4, король e7, слон c4. Слон c4, да, предлагаю Карпу в перстень перейти. Ну, вот, так, вот, я даже такое ощущение, что перстень проигран был. Я уже не помню там всех анализов. Вот, значит. Но он, конечно, не конь. Конь c7 пошел здесь. Да, конь c7. Король e5. Король e5, f6. f6. Король f5. Да. Там, конь e8. Конь e8. Конь c7 опять. Да. h4. h4, да. Король d6. Король d6, король f5. Король e7. И вот тут король g6. Король g6. Король f8. Король f8. Король f5, король e7. Ну да, правильно, что стою g4, да? Король e4, король d6. Ну да. И здесь g4. Ну да, g4, это все правильно, надо так подождите. Король e7. Король e7. И вот здесь, да, b4. Это 42-й ход. Как можно было вообще двигать пешки здесь? На самом деле план выигрыша только один может быть, причем я его понимал. Но зачем продвигать пешки близко, они же будут меняться здесь. План выигрыша один, надо ставить короля сюда, двигаться g5, вот, и дальше понять, какую пешку сохранить, бить королем здесь. Чтобы у тебя, на самом деле идея в чем? Чтобы должен быть цукцванг какой-то, вот такого плана, когда черные, значит, должны куда-то королем идти, надо пытаться найти возможность. Сказать, что пешку H надо сохранять. Вот. А здесь потом Макарыч долго анализировал эту позицию, но важно просто было ликвидировать пешку F, вот, и иметь возможность поставить какую-то такую позицию, и здесь черным будет возникать проблемы. Но пешки должны быть далеко. А в партии, когда она оказалась здесь, там везде черные успевали, когда в наших анализах, везде, где-то она попадала под удары пешка. Постоянно, потому что слона здесь надо переводить на h3, чтобы... Вот цукцванг вот такого типа получается. Вот такого типа, потому что, например, если так стоит позиция, такая вот. Вот это будет цукцванг, потому что король не может ходить, а если конь, то король прорывается сюда. Вот. Там надо пешку на a3 надо держать, например. Вот так надо держать. А здесь она попадала под удары пешка. Вот. Куда торопиться в b4 ходить. Дернулся просто. Потому что Карпов все равно панически, как нам говорили, потом боялся откладывать, потому что все время проблемы были. Но я также махнул рукой, в принципе, считал, что уже хорошо, +1. В 11-й партии они подготовят новинку, но в 11-й партии будет шторм.